Сейчас попробую бросить камеру на заднее сиденье. Не знаю, услышите, нет, этот стук, скрежет. Сейчас прокачусь, посмотрим. Возможно, услышите. Вот она, вот она. Кстати, больше слышно, когда сдаю задом. Реально такой звук, как будто что-то в багажнике дрягается. На самом деле багажник пустой. Все выкинул нафиг. Специально, чтобы слушать. Наверное, все же сайлентблоки задней балки. Заеду на яму, посмотрю. С людьми посоветуюсь, что скажут, и потом вам расскажу. Вот. Вот. Вот он, этот звук. Внутри салона кажется, как будто дребуляется что-то, такой громыхающий звук. А снаружи, когда качаешь, похоже на скрип резины. Как будто резина трется об металл. Короче, залезли под машину, покачали, и ясно видно, что этот характерный звук издает сайлентблок задней балки. Скрип, скрежет, или как его еще назвать, не знаю. Несколько дней я уже катался, слушая этот звук, думал, что в багажнике что-то дребезжит, перекладывал там вещи туда-сюда. Затем полностью опустошил багажник, звук не пропал. Оказалось, это сайлентблок. Кстати, скрипеть он начал с наступлением морозов и холодов. Нужно его менять, короче. Посмотрел ценники, оригинальные сайлентблоки в пределах 2000, 2200 за одну штуку. То есть в паре, если менять, получается 4000. За работу позвонил в сервис, за работу просят 6000 рублей. Итого 10 тысяч рублей. Как бы сейчас я не готов к этому, да и времени нет. Попробую выходной в субботу прошприцевать сайлентблоки, помазать их. Это временное, конечно, решение, но все-таки, надеюсь, поможет. И хоть еще немного продлит жизнь сайлентблоков задней балки. Как все сделаю, обязательно сниму отчет и покажу, как что делал. И расскажу, помогло или нет. Вот и все. Спасибо за просмотр.